Твоя судьбоносная встреча. С кем же она будет? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим вашу сигнификацию. А кто хочет на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, вы, конечно, мужчина с характером. На вас где сядешь, там и встанешь, да, как говорится. Может проиграться кто-то из вас воздушного знака зодиака. Можете быть вспыльчивым, но отходчивым. Порой можете совершать какие-то импульсивные поступки. Ну, в общем, вам, в принципе, палец в рот не клади. Вы общительный, вы такой, знаете, как птица-говорун. Вас не переговоришь. Много знаете, много, может быть, даже когда-то в молодости, а может быть и не только в молодости, да, много читали, много интересовались разными какими-то вещами. То есть вы такой человек всесторонне развитый. Любите движение. Вот для вас, наверное, просто лежать долго на диване, ну это мука адская, да? Любите скорость, любите движение. Может быть, даже у кого вот проиграется, что есть машина своя, либо же вы ездите за рулем, порой любите лихачить, потому что любите скорость. Ну, в общем-то, тот еще Шумахер. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, ребят, вы любите скорость или же нет? Наоборот, любите так все медленно, спокойно, рассудительно. Но поскольку это общий расклад, мне просто интересно. Больше живчиков, либо же таких вот медлительных. Давайте-ка посмотрим, ленивцы или живчики, кто у нас преобладают. Вы довольно неплохо выглядите, можете выглядеть моложе своего возраста. Стараетесь в меру своих возможностей за собой ухаживать, может быть, даже кто-то спортом занимается, старайтесь чисто, опрятно одеваться. Таких же женщин тоже вы любите. Вот женщина должна быть видная, это однозначно. Любите стройных, ухоженных женщин, аккуратисток. Вот неряшки это точно не про вас, потому что вы просто не сможете. Вы довольно брезгливый человек. Несмотря на ваш такой, может быть, грозный вид, да, на такую всю вашу мощь и серьезность, но есть такая довольно ранимая душа, в которую периодически люди, ну, пытались плюнуть, так скажем, да. Пытались, но, конечно же, получили. Кто-то по зубам, кто-то по рогам, кто-то еще по чем-то, да? Ну, то есть вы отпор даете. Когда вот вас обижать точно не рекомендуется, потому что вот вы в гневе, вы страшны. Хоть вы и отходчивы, но лучше не, меня лучше не бесить, да, как говорят. Вы человек, ну опять же, постоянно мне показано, да, что вот вы активный, деятельный, вы, может быть, даже как-то связаны с активной работой, ну то есть какие-то такие рабочие, либо передвижения, манипуляции, может быть, кто-то даже, я не знаю, на заводе там на контейнере стоит, да, постоянно вот движуха, вот эти вот все дела. Любите путешествия. Не всегда получается, да, кто-то, может быть, просто мечтает, давненько не ездили никуда, но те, кто бывали, причем вы бывали далеко, но это скорее за границей проиграется, да, но там вы отрываетесь по полной отрывались, вернее, да, еще будет, может быть, отрываться. Ну, вы умеете, вот вы умеете жить для себя, вы умеете кайфовать. Причем, я думаю, что вот раньше вы таким не были. Вас научила жизнь, может быть, даже вот ваша жесткость, она стала под воздействием разных жизненных историй, разных ситуаций. Поэтому вы начали немножко и повышать свою самооценку, начали больше любить себя, больше, может быть, даже беречь себя. Так, что еще мне о вас поведают карты? Давайте немножко посмотрим. Есть у кого-то из вас достаточно неплохие доходы.
очень даже неплохие. У тех же, у кого нет таких прям сейчас больших денег, заработков, я вам скажу так. У вас есть все знания, все возможности, вы рукастый, у вас очень классный потенциал для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Подумайте над этим. Ну и, конечно же, мне показано, что пережита дикая боль. Но здесь предательство, здесь измена стопроцентная стоит. Здесь уход. Уход из семьи, может быть, из отношений, да. Здесь человек, ну, в данном случае вы, да. Я не говорю, что именно вы просто ушли, хлопнули дверью. Вам пришлось расстаться еще даже, может быть, любя человека. Но просто поскольку вам изменили, поскольку вы это никогда не простите, не забудете и ну, назад дороги нет, это однозначно. Но вы уже, в принципе, оживаете. У кого это было не вот недавно совсем, да, вы уже, в общем-то, оживаете, ожили, вы начали двигаться и жить для себя. Это уже то, что я говорила. Хоть было тяжело, было непросто. Стали по-другому относиться к женщинам. Однозначно стали по-другому относиться. И я вам скажу так, бегать вы точно не будете за женщинами, поскольку вы уже и себе цену знаете, плюс ваш богатый жизненный опыт, плюс вы не хотите больше ну, вступать ни в какие неприятности, поэтому даже, может быть, вы склоняетесь к тому, что не хочу никакого брака, достаточно просто, может быть, романа там с кем-то встречаться и так далее. Потому что ту боль, которую вот вы пережили, вам совершенно не хочется повторять. Поэтому вот именно эта боль вас многому научила. Именно эта боль заставила вас задуматься над какими-то вещами, над своими поступками, может быть, над своей жизнью, да. Кто-то сделал работу над ошибками, кто-то понял для себя, что больше я не позволю к себе так относиться, кто-то еще какие-то решения принял. Но эти решения вам, может быть, даже как-то вот болезненно давались, поскольку вы человек, который привык быть в паре. Когда-то вы кайфовали, будучи в паре. Сейчас, вот скорее вы даже, может быть, уже либо привыкли, либо же для себя поставили вот такую планку, что вот живу для себя, кайфую для себя. Ну, плюс дети еще, может быть, дети, внуки у кого, да, будут там жить и помогать. Но погони за женщиной и стоять где-то за углом с очком, чтобы ловить женщин, ну, это точно не про вас. Итак, давайте-ка смотреть, что же за судьбоносная встреча вас ожидает. Давайте-ка смотреть. Это будет встреча, причем, знаете, это будет скорее либо же вторая половина дня, может быть, даже уже будет темно. Ну, то есть это не до обеда время. Женщина будет, которая сначала вас, в общем-то, даже, может быть, не впечатлит. Ну, покажется такой серенькой, самой обычной, ну, такая точно не кукла Барби, да, может быть, даже подумаете, что да нет, она не в моем вкусе, тем более даже романить не захочу. Но потом, чуть попозже, вот как-то произойдет ваша повторная встреча, и вы увидите ее, вот почему-то, ну, то ли это какая-то будет ситуация, может быть, другими глазами, как будто под другим ракурсом даже увидите, и ваше мнение поменяется. Почему? Вот мне интересно, да, что же такое произойдет? Будет какая-то ситуация, где вы будете наблюдать, как эта женщина, ну, возможно, кому-то, да, вот проявляет такую вселенскую заботу, очень такая внимательная, очень трепетная. Ну, то есть какое-то такое человеческое, может быть, сострадание, эмпатию, модное сейчас слово, она кому-то проявит, и вы будете свидетелем этого. Вас это зацепит, и вот именно эти человеческие качества вас очень сильно цепанут. Вам она уже сразу после этого покажется даже вот, ну, такой довольно привлекательной, да?
Если при первой встрече вы даже на нее как-то не обратите внимания, то после того, как вы будете наблюдать, как она общается с людьми, как она себя ведет, да, вас настолько это зацепит, потому что, ну, может быть, вы давненько не видели таких вот внимательных, заботливых, трепетных женщин. Вот именно это вас и зацепит. Как-то вот внешность отойдет вообще на задний план. Я думаю, пройдет совсем немного времени, как вы начнете влюбляться, вы это почувствуете. Вам будет даже в кайф это состояние. Потому что уже, как я сказала, да, кто-то из вас просто в легких отношениях, да, там романы крутит, кто-то сам живет. Но давненько вы не испытывали таких вот ощущений, таких эмоций, когда хорошо, когда вдвоем просто, ну, супер классно. Много общего у вас обнаружится. Даже, может быть, будут какие-то такие жизненные моменты, которые вы будете обсуждать, и они у вас тоже будут схожи. Знаете, вот, допустим, один человек рассказывает, вот у меня было то-то и то-то, а вы тоже скажете, блин, да у меня тоже точно так было, я тоже был в такой ситуации, да, и вот вы как будто на расстоянии, да, но вы вроде бы были незнакомы когда-то, но у вас были очень, ну, такие довольно интересные ситуации в жизни. Я сейчас не буду о них говорить. Я думаю, вам потом будет интереснее это узнать уже от этой женщины. Пусть будет маленькая интрига. Так, что еще нам нужно знать, что нам поведают карты? Вот знаете, эта женщина вас зацепит, причем как-то вот вы будете к ней мчаться, вот как мальчишка. Если поначалу, вот парадокс такой, да, поначалу вы ее особо не отметите, то потом, когда начнете ее чуть больше узнавать, вот будете и мчаться навстречу. И звонки частые, и какие-то, может быть, смски, будет море романтики между вами. Женщина, которая подарит вам внутреннее ощущение гармонии и счастья. Кого-то из вас, конечно же, будет периодами накрывать, потому что, опять же, будете себя накручивать, а вдруг это все пройдет, а вдруг я влюблюсь, а она меня бросит. Ну, вот этих вот а вдруг, но вы будете себя просто напрасно грузить. Также еще, вот мне говорят карты, постарайтесь слушать свою интуицию. Слушайте, и она вас никогда не обманет. И именно с этой женщиной вы тоже почувствуете, что вот она моя. Да, это будет не первое свидание, да, в первое, как я уже сказала, вы как-то, ну, мимо практически пройдете, так, такое, вскользь, может быть, какое-то такое формальное знакомство, да, но слушайте интуицию, она никогда вас не обманет. Судьбоносная встреча, вот действительно судьбоносная. Вы от нее никуда не уйдете, вы ее не упустите, не пропустите. Просто вот ваша интуиция — это ваш такой большой-большой маячок, ваш такой опознавательный знак. Женщина, которая, кстати, она может увлекаться, ну, чем-то таким экстраординарным, я не знаю. Может даже проиграться, что она увлекается вот лошадьми, скачками, гонками. Это вроде бы это мужские такие занятия, но тем не менее, ну, что-то такое пацанячее у нее тоже будет. Вас это сначала удивит, потому что, ну, с виду она совершенно не такая, да, будет. А вот хобби какие-то такие очень интересные. Далее, что еще про нее можно сказать? Знаете, вот чем дальше вы будете с ней общаться, она с вами будет как будто расцветать. И тот гадкий утенок, который вам поначалу показался, да, он со временем он превратится в прекрасную лебедь, и вы это поймете. И уже когда спустя какой-то период, когда вы там, ну, месяц, второй, другой, там пообщаетесь с ней, когда вам даже ваши, может быть, близкие, там, друзья, приятели, с которыми вы познакомите, когда они вам скажут, что какая у тебя классная, шикарная женщина.
Вот вы взглянете еще более пристально на нее и поймете, что как сильно вы ошибались, да, вот при первой встрече, что ну как я мог не заметить, такая красотка, да, вот она действительно покажется вам такой, ну, супер красавица. Может быть, это еще будет у вас такая супер красавица, потому что вы просто будете ее любить. А как всем известно, да, любимая женщина – это самая красивая женщина. То есть, ну, может быть, под воздействием любви, да, под воздействием тех страстей, которые вы будете к ней испытывать, она вам покажется лучшей женщиной на земле. Много интересного вас не ждет. Много каких-то, вот знаете, какие-то занятия у вас не будут, ну, я имею в виду, может быть, дома, чем вы будете заниматься, то, чего вы раньше не делали. Может быть, это какое-то хобби, может быть, какие-то увлечения даже новые у вас, ну, такое совместное увлечение появится, потому что, ну, будет так очень интересно вам проводить время именно вот за этим занятием. И я сейчас не про кекс, ребята, а за этим занятием тоже будет вам очень интересно, но это о чем-то другом. Те, которые сейчас вот думают, что уже все, холостяки навсегда, ну, я вам могу точно сказать, что вы будете в паре, причем это будет ваш осознанный выбор. Даже те, которые не хотят, допустим, сейчас ни отношений, тем более ни женитьбы, ничего, вы, будучи с этой женщиной, поймете, что вы готовы на все ради нее. Хоть жениться, хоть креститься, все что угодно вы готовы, только бы ее не потерять. Это будет абсолютно ваш человек, это будет абсолютно ваша судьбоносная женщина, с которой, ну, наверное, точно и в радости, и в горе можно жить долго и счастливо. Будете обсуждать какую-то дальнюю поездку. Ну, это может проиграться у кого-то просто поездка на отдых, у кого-то может быть романтическое путешествие после свадьбы, да, куда-то, может быть, даже поедете к родственникам, да, вот если вы, допустим, далеко живете, там, может быть, родители ваши, дети, там, ну, у кого кто где. Можете просто поехать в гости, познакомить вот с новой вашей спутницей, избранницей вашей. Причем она понравится всем, вот всем, с кем вы будете знакомить. Настолько вот она располагает к себе людей, что вот именно этим она вас и цепанет, и эти же качества заметят и ваши близкие, вот друзья, родственники, которые познакомятся и будут, ну, я думаю, будут восхищаться, что такие женщины еще есть. Вот такие человечные, такие добрые, такие заботливые, может быть, да? Поэтому к вам будут немножко испытывать как зависть своего рода. Поэтому, мои дорогие мальчишки, я вам всем искренне желаю поскорее встретить эту судьбоносную женщину, поскорее, чтобы у вас бабочки в животе порхали и чтобы вы просто сияли от счастья. А вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!